Всем привет! Не так давно в своем инстаграм-аккаунте я делала подборку средств для двухфазного двухэтапного очищения кожи. Двухэтапное очищение – это когда мы сначала растворяем и снимаем макияж, а уже потом доочищаем кожу умывашкой. В подборке я давала средства парами, и в первой паре было указано масло. Да, вот такое обычное, всем известное масло. Тогда в комментариях надо мной посмеялись, мол, да-да-да, очень смешно смывать макияж обычным маслом. Да-да, нет, мы не будем этого делать. Но давайте разберемся, действительно ли можно снять макияж маслом и какие ограничения накладываются на этот метод очищения кожи. В масле содержатся жиры, равно как и в тональной основе, в губной помаде и во многих других косметических средствах. И тут очищение работает по принципу «подобное растворяется в подобном». Посмотрим на примере. На сухую кожу, на которой уже есть какой-то косметический продукт, наносим небольшое количество масла. Массируем и смываем теплой водой. Для большего эффекта, конечно, желательно использовать махровое полотенце или специальные многоразовые полотенчики для очищения кожи. Такие, например, есть в бренде Don't Touch My Face. После снятия макияжа маслом обязательно провести второй этап очищения, то есть взять вашу стандартную умывашку, это может быть пенка, гель для умывания, молочко для умывания, что угодно, и пройтись по всему лицу, то есть умыться во второй раз. Во-первых, для того, чтобы убрать следы жира от масла, во-вторых, чтобы доочистить кожу от макияжа, и в-третьих, чтобы убрать пыль, пот, грязь с вашей кожи. Каким бы странным этот метод очищения вам не показался, в случае необходимости вы 100% его вспомните. Лично в моей жизни было два момента, когда я при полном макияже оставалась ночевать не дома, и вот тогда, выбирая между уснуть в косметике или смыть косметику подручными средствами, я всегда выбирала второе. Брала масло с кухни, снимала макияж и потом доочищала кожу жидким мылом, благо оно было мягким по составу. Благо был крем, так что моя кожа очень быстро реабилитировалась. Это не прямое указание к действию, но просто знайте, что вот такой метод очищения есть. А если вы используете не мыло для второго этапа очищения, а хорошую мягкую пенку или гель для умывания, вообще можете не переживать за здоровье кожи. Вывод первой части видео: снимать макияж обычным маслом можно, но только в том случае, если вы закончите очищение умывашкой, пенкой, гелем, молочком и так далее. Сейчас на бьюти-рынке очень популярны такие продукты, как гидрофильные масла и гидрофильные бальзамы. Получается, если с обычными маслами так сложно работать, что они так сложно смываются водой, то уж тогда лучше не покупать их гидрофильные аналоги. Ведь так? Нет, гидрофильные масла – это совершенно другие средства, которые отличаются по технологии производства. Гидрофильное масло или гидрофильный бальзам – это обычные масла, соединенные с эмульгаторами. Эти эмульгаторы при соединении с водой не образуют какую-то пленку, а они растворяются, превращаясь в пенку, которую очень легко смыть водой. Именно по этой причине гидрофильные масла и гидрофильные бальзамы очень часто рекомендуют использовать и для первого, и для второго этапа очищения кожи, и если у вас была косметика. То есть вы наносите средство на сухое лицо, массируете, добавляете немного воды, массируете и полностью смываете. И, соответственно, делаете второй этап очищения точно так же, используя именно этот продукт. Вывод второй части видео: гидрофильный бальзам или гидрофильное масло может само снимать макияж и доочищать кожу. Главное, за одно умывание использовать его 2 раза. Если в один день вы не использовали макияж, но, скажем, ездили по городу и на лице осела пыль, грязь, плюс это все немножко замешалось с себумом, то тогда по возвращению домой обязательно умыться, но умыться в один этап. Если вы не наносили макияж, двухэтапное очищение не потребуется. В моей коллекции есть 2 гидрофильных бальзама, и по счастливой случайности один из них из бюджетного сегмента, а другой из более дорогого. Так что я смогу вам дать такой небольшой разброс. Первый от бренда Organic Kitchen, и это уже моя 5-я банка. Здесь приятный запах лимонного мороженого или даже пудинга, и если для вас это имеет значение, здесь абсолютно натуральный состав, хотя мы с вами еще поговорим про натуральное и химическое, но здесь абсолютно натуральный состав и очень понятная текстура. Если вы поставите баночку на, скажем, батарею, она мгновенно превратится в масло. Если оставите при комнатной температуре, она затвердеет и превратится как раз-таки вот в такой понятный бальзам, что я вчера, кстати, и проделала для того, чтобы сегодня красиво вам показать в видео его текстуру. При нанесении на кожу он немножечко такой, знаете, плотненький. Надо нанести и чуть-чуть подождать, пока он разогреется от тепла тела, и тогда можно спокойно массировать кожу. Опять же, наносим на сухую
кожу, массируем, добавляем чуть-чуть воды, массируем и только потом снимаем полотенцем или же просто водой. Но с полотенцем будет, конечно же, эффекта больше. После очищения приятное ощущение увлажненности. Средство можно использовать и для первого, и для второго этапа очищения. Здесь у нас 100 мл и стоит это приблизительно 300 рублей. Второй гидрофильный бальзам от бренда Heimish сделан в Корее, и в инстаграм-аккаунте вы можете посмотреть, как именно он очищает. Там есть большое видео IGTV, где я наглядно показываю, как работает этот гидрофильный продукт. Он мягонький, легко наносится на лицо, распределяется и массируется. Если вдруг вы захотите проверить его текстуру и поставить на батарею, то абсолютно ничего с продуктом не случится. Он будет сохранять свою текстуру. Отлично очищает, очень легко смывается водой, и герметичная упаковка, которую после использования по желанию, если вы за экологию, можно повторно использовать и куда-нибудь пристроить. В комплекте ложечка для удобного забора и нанесения продукта. Сделано, как я уже сказала, в Корее. Приблизительная стоимость 1500 рублей. Вот такие продукты для снятия макияжа есть на бьюти-рынке сейчас. Выбирайте тот, который подходит вам самостоятельно. А я, пожалуй, добавлю еще вывод третьей части видео. Этот продукт полностью смывается водой, но при этом из-за своей текстуры, из-за своего состава, из-за своей технологии производства он очень деликатно смывает макияж. То есть вам не надо будет тереть кожу, раздражать ее. Нет, вы просто нанесли на сухую кожу, помассировали, добавили воды, помассировали и смыли. Спасибо за просмотр. Думаю, сегодня мы разобрали главные положения о том, почему же масла растворяют макияж, и о том, как использовать и нужно ли вообще использовать гидрофильные масла и гидрофильные бальзамы. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, обязательно подписаться на YouTube канал и заходите в Instagram аккаунт, там очень много бесплатных материалов. Пожалуйста, смотрите и читайте. Спасибо еще раз за просмотр и пока!